Добрый день. Захожу я на днях в магазин, вижу бутылку вина. Что-то вроде любопытно. Думаю, отправлю-ка я фото жене, она специалист, пусть посмотрит. Ну, естественно, достаю смартфон, включаю камеру, прицеливаюсь. От громкого звука народ шарахается в стороны, а на меня с любопытством так смотрит охранник. Я опять забыл про кнопку SOS. Ну и вы как бы все слышали. Итак, подводим итоги тестирования смартфона Dungi S60. Кратко. Перед нами крайне любопытный и не скучный аппарат. В том смысле, что с ним реально не соскучишься. Защищенный, мощный, тяжеленный, огромная батарейка и куча всяких вкусных плюшек. Беспроводная зарядка, барометр, очень громкий динамик, NFC. Вопросов к нему тоже весьма много. Это с одной стороны. С другой, прошивка активно допиливается, проблемы решаются. Например, заработал Android Pay, а кнопку SOS по многочисленным просьбам сделали отключаемой. Вопрос лишь в том, все ли, что нужно, можно допилить. Ну и с третьей стороны, смартфон реально уникальный, тем более за такие деньги. О деньгах. Стоит он на Али от 15 тысяч 14 рублей на текущий момент или 260 долларов. Официально к нам в страну не завозится. Самое интересное это, конечно, внешность. Огромен и тяжел, очень тяжел. Почти 300 граммов это как столько весит среднестатистический 7-дюймовый планшет. То, что вы видите серебристое, это все металл. То, что черное, это пластик. В чем смысл вот этого металла, я, если честно, понимаю с трудом. Ну вот, разве что защита от бандитской пули. И пластик. Почему твердый пластик, а не упругая резина, которая смягчала бы удары, это тоже мне не очень понятно. Стекло окружено небольшим таким барьерчиком, но он крайне низенький. На ютубе можно легко найти несколько краш-тестов, и по ним видно, что о полноценной противоударности говорить нельзя. То есть да, краш-тесты удались. Корпус прочный, но стекло бьется. И если даже не бьется стекло, то с большой вероятностью смартфон начинает глючить. У кого-то он вдруг перегружаться начинает бесконечно, у кого-то отказывается работать камера. Варианты есть разные. Все есть в отзывах или на ютубе. Так что с защитой от падений все неоднозначно. А вот утопить смартфон, кажется, пока так никому и не удалось. То есть защита от воды тут вполне реально декларируется IP68. Ну, с водой понятно, вот с защитой от пыли и прочих частичек все несколько сложнее. Потому что на аппарате есть масса всевозможных отверстий, как вы можете видеть. И что будет, если вы прольете на него, допустим, кофе с сахаром и сливками, и что-то туда попадет в эти отверстия. И как вы потом будете от этого, то, что туда попало, избавляться, я, честно говоря, представляю с трудом. Заглушки, которые необходимо закрывать для того, чтобы была полноценная водозащита. Закрыт аудиовыход, закрыт микро-USB. Заглушки очень плотные. И берегите ногти. Я в итоге приспособился открывать их с помощью вот такой скрепочки. Можно много что подобрать. Осталось вспомнить, с какой стороны оно отковыривается. Еще один вопрос вот к этим разъемчикам. Там USB он такой же. Далеко не каждый шнурок туда можно воткнуть. То есть, если у дешевых наушников обычно тонкие штекеры и они вылезают, то ни одни из 3 приличных наушников, которые у меня дома есть, я туда затолкнуть не смог, тупо не входит.
Так что с этими отверстиями, конечно, некоторая засада. Кнопки. Кнопок на боковых гранях аж 6. Качелька громкости. Она разнесена на две кнопочки. Плюс кнопка SOS. Это все у нас слева, а справа понятная кнопка питания, кнопка камеры и кнопка Push to Talk PTT. Долгое нажатие на кнопку камеры вызывает камеру, причем даже в том случае, если аппарат заблокирован. Это, конечно, хорошо. Что плохо, у кнопки нет полунажатия. То есть сфокусироваться не выйдет. Кнопка Push to Talk, она вызывает приложение интернет-рации Zello, Zillow, как-то в этом духе. Что самое смешное, это приложение у нас в стране официально заблокировано, хотя вроде да, кто-то им еще и пользуется. Увы, переназначить кнопочку нельзя. Задняя поверхность аппарата. Спинка сделана довольно оригинально. Сверху и снизу пластиковые бортики, они выступают. Можно посмотреть. И, соответственно, если аппарат падает на спину, то он ударяется одним из этих пластиковых бортиков. По бокам тоже есть бортики, но они намного ниже по уровню и ниже даже вот этой металлической спинки. Вверху мы видим камера, модуль камеры. Потом идет крышка на двух винтиков, под ней отсек для карточек, две microSIM и отдельная SD, microSD. Как ставятся карточки, это есть видео с распаковкой. Дальше идет датчик сканера отпечатков пальцев и площадка NFC. Динамики. Официальные два. Если вы посмотрите на официальном сайте или в документации, утверждается, что стерео. Но на самом деле динамик только один. Впрочем, орет он за двоих. Вот, я опять нажал кнопку SOS. Динамик реально орет за двоих, реально очень громкий и качественный. Давайте попробуем включить мелодию. То есть это реально тот редкий случай, когда можно спокойно использовать смартфон как внешнюю колонку. И можно слушать музыку во вполне приличном качестве. Кстати, много жалоб в интернете на то, что этот динамик начинает либо хрипеть, либо глохнуть. И лечится это, как ни странно, открытием одной из заглушек. То есть можно открыть наушники, можно открыть USB или вообще отвинтить, разгерметизировать отсек для карточек, тогда звук вылечится. То есть как-то это связано с давлением. У меня такого глюка я не наблюдал, но наблюдал, что если как следует дунуть в аудиоразъем, когда аппарат играет музыку, то он начнет глохнуть. Звук станет тише. Сзади есть еще две дырочки. Это у нас дырочка, судя по всему, барометра над камерой расположена. И дырочка микрофона шумодава. Кстати, да, как телефон S60 очень хорош. Прям удивительно. Звук чистый, громкий, отчетливый. Железо. Все хорошо, все добротно. Процессор нельзя назвать топовым, но все же он неплох, очень даже неплох. Зачем смартфону столько оперативной памяти? Это я не понимаю, это для меня загадка. Вот разве что для маркетинга это полезно. Если бы у S60 было 4 гигабайта, а не 6 как есть, вот честное слово, хуже он бы от этого не стал. Ну, впрочем, лучше тоже. Много флеш-памяти, вон за это реально спасибо. И при необходимости можно спокойно расшириться с помощью карты памяти. Вот что реально впечатляет, это набор датчиков. Тут есть и барометр, и гироскоп, и все это
хорошо и честно работает. Ну, давайте попробуем взглянуть на барометр. Где-то у меня было соответствующее приложение. Берем полиэтиленовый мешочек. Сейчас мы видим, что там давление 763. Семьсот семьдесят один, 776, 778. Не знаю, насколько вам было видно, но давление, честное слово, оно прыгает. Датчик отпечатков пальцев более-менее разумный, не всегда срабатывает с первого раза, правда, иногда со второго, но так, в пределах разумного неплохо. Связь. Я не смог проверить ОТГ. Шнурок тупо не влез в USB разъем, но говорят, что работает. Встречал жалобы на Bluetooth, но у меня все работает как часы. NFC работает, в последнем обновлении прикрутили Android Pay, но чувствительность так себе. Экран. Вы будете смеяться, но это второй по яркости смартфон из всех тех, что мне доводилось тестировать. Ярче него был только Sony Xperia Z3. Да и то там на самую капельку. В остальном экран это типичная IPS-матрица среднего качества. Нельзя сказать, что очень плохая, нельзя сказать, что очень хорошая. Разрешение высокое, сенсор совершенно нормальный, то есть к экрану можно придраться разве что к слишком высокой минимальной яркости. То есть в темноте пользоваться смартфоном не слишком комфортно. На экран наклеена пленочка. Пленочка неплохая по качеству, но никакого ляфобного покрытия на ней нет. Наклеена чуточку небрежно, по краям есть небольшие пузырики, впрочем, они не над экраном, они уже над рамкой. Софт. Android 7.0 плюс фирменная оболочка. Немного специфичненько, но в целом никаких претензий особых у меня нет. Нет никакой гадости, никаких всплывающих баннеров или чего-то еще подобного. Вот с чем есть проблемы, это с русификацией. Русификация далеко не полная и не слишком, скажем так, качественная. Где-то вообще встречалось мне СОС одной клавиши. Это на каком вообще языке, извините, написано? Ну, надеюсь, что это допилят. Беспроводные обновления прилетают, но лично у меня почему-то они не желают устанавливаться. Правда, похоже, это я один такой, жалоб на это поведение нет, у всех все устанавливается. Закончу записывать обзор, сделаю полный сброс, посмотрю, может тогда установится. Если вы, находясь на главном экране, случайно сделаете свайп влево, то попадете в мир жутких новостей. Тут и московский комсомолец, и РБК, и Лента, и я даже видел интернет-газету Гарри Каспарова. Отключить нельзя, настроить нельзя, так что тренируем силу воли и никаких свайпов влево. Сертификации от Google, к сожалению, у смартфона нет. Емкость аккумулятора гигантская. Я провел свои традиционные аккумуляторные тесты, и смартфон не подкачал. 223% от моего условного эталона. Результат великолепный. То есть мне на 2 дня, иногда и на большее время аппарата хватало спокойно. Время зарядки родным проводным зарядным устройством около 3,5 часов. Поддерживаются беспроводные зарядные устройства, что на самом деле крайне полезно, потому что не нужно мучиться и отковыривать непослушную заглушку USB. Правда, все, кто пользовался беспроводными зарядками, в один голос утверждают, что процесс крайне не быстрый, то есть это 5-6 часов в лучшем случае. Навигация. В качестве навигатора смартфон великолепен. Просто мечта идиота. Идеальные треки, как вы можете видеть, они ровненькие, особенно вот этот, который с сим-картой внутри.
Феноменально яркий экран, не забываем, и огромная батарейка. Ловятся спутники GPS и GLONASS. Про существование китайских Бэйду смартфон, как ни странно, не в курсе дела. Фонарик. Фонарик довольно средненький, неплохой и не хороший, нормальный. Камера. Вот вы знаете, я еще не встречал, по-моему, такой нестабильной камеры. Вот если удалить 80% худших снимков, то на основе оставшихся можно сделать вывод, что даже если эта камера и не топовая, то это очень-очень добротный средний уровень. Но количество неудачных кадров на самом деле просто зашкаливает. То есть, когда хороший каждый второй кадр, это можно считать удачей. Иногда же аппарат вообще сходит с ума и перестает фокусироваться совершенно. Я не знаю, проблема это железная или софтовая. Если софтовая, очень хочется надеяться, что допилят, потому что зайдите к нам на сайт, в текстовом обзоре вы увидите примеры фотографий. Очень рекомендую их полюбопытствовать, их скачать, поизучать в полном размере. Это действительно весьма интересно. Фронтальная камера, она неплохого качества, но разве что далеко не всегда угадывает с балансом белого. Так вполне добротно. Куда-то у нас делись живые обои. Ну и ладно. Напоследок игры. С играми полный порядок, мощности железа хватает. Движение невозможно. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Танк уничтожен. Обратите, кстати, внимание, что одновременно горит 4G и 3G, две сим-карты, одна в 3G, другая в 4G. Итого, с одной стороны, Doogee S60 смартфон реально уникальный. Вот вы попробуйте найти за 15 тысяч рублей хотя бы одновременно, чтобы была влагозащита, беспроводная зарядка, барометр и 6 гигабайт оперативной памяти. С другой стороны, как вы могли видеть, проблем хватает. Да, прошивка активно допиливается, это не отнимешь, но все ли возможно допилить программно, вот это вот совсем не факт. Ну и третья сторона – огромные размеры и вес, и при этом никаких гарантий, что смартфон выживет при падении. Покупать или нет? Ну, нет у меня однозначного ответа. Если вы не боитесь рисковать и хотите развлечься, то, пожалуй, на самом деле можно. С оценкой все сложно. То есть на момент начала тестирования баллов 5. С учетом того, что допилили кнопку SOS и заставили работать Android P, это уже баллов 6 или даже 7. Если сумеют привести в чувство камеру, то будет и все 8. Да, все сложно. Ну, напоследок хочу сказать, Doogee, дорогие, низкий вам поклон и огромное спасибо лично от меня. В кои-то веки хоть что-то было не скучно тестировать. На этом все. Текстовую версию обзора, как обычно, вы найдете у нас на сайте helpix.ru. Спасибо за внимание. До свидания.